Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы начинаем занятие, рассматривая партию Капабланки, маршал Капабланка, сыгранная в Нью-Йорке в 1909 году. Мы начинаем рассмотрение творчества чемпиона мира Капабланки. Итак, d4, d5. Капабланка играет черными, c4, e6, конь c3, c5. Капабланка играет защиту Тараша, c d e d, конь f3, конь c6, g3. Это называется система Рубинштейна в защите Тараша. В принципе, главная система. Слон e6. Сейчас ходят по-другому, но ход возможный. Слон g2, слон e7, рокировка, конь f6. И слон g5 белые сыграли. Капабланка отвечает конь e4. Слон бьет e7, ферзь бьет e7. И белые пошли конь e5. Конь бьет d4. Конь бьет e4, de, e3. На слон e4 черные вы сыграли ладья d8. И на e3 был ход конь b3. Черные выигрывают качество. Конь f3 шах. Конь бьет f3, ef, ферзь бьет f3. Рокировка. Позиция равная. Небольшой. Значит, белые могли пойти здесь ферзь b7. Ферзь b7, слон b7, ладья b8, слон g2. Ладья b2. Небольшой перевес у черных. Незначительный. Ладья b2, ладья b2, слон d5 был ход такой тактический. Слон бьет d5, ладья d1. Слон не может уйти из-за мата. Король f8, ладья d5, ладья c2. В общем, примерно равная позиция в эндшпиле. Но маршал сделал более острый ход, ладья c1. Черные защитили пешку. Ферзь e4, ферзь c7, ладья c3, b5. И вот чем эта партия для нас полезна. Капабланка получил пешечный перевес на ферзевом фланге и будет стремиться здесь образовать проходную пешку. Мы потом увидим как. И вот это часто встречается. И нужно знать, что в таких позициях 3 пешки против 2 дают перевес тому, у кого 3 пешки. А на королевском фланге реализовать пешку сложно. А3, c4. Слон f3, ладья d8. Ладья d1, ладья d1, слон d1, ладья d8. Черные еще занимают линию d. Слон f3, g6. Уже некоторый перевес у черных. Белые пошли на размен. Ферзь c6. Ферзь e5. Капабланка сразу не меняет. А на ферзь e4 он уже побил. Дал шах. Король g2, а5. Надвигаются пешки на ферзевом фланге. Хотя пешек поровну, но черные имеют там перевес и могут образовать проходную пешку. Ладья c2, b4. Уже ближе пешки. АБ. У черных уже лучшая позиция. Можно сказать, что уже хороший перевес у черных. Слон f3, ладья b1.
Это интересно здесь именно посмотреть, как Капабланка реализует такой перевес. Слон Е2 пошли белые. Б3. Ладья Д2 и ладья С1. Угроза ладья С2. И после ладья бьет С2, БЦ, уже все, пешка проходит ферзи. Поэтому белые играют слон Д1. И черные играют С3. БЦ. Уже проходная на Б3 у черных. И такой ход находится. Б2 сразу. Белые должны взять, ладья бьет d1, и у черных уже слон за две пешки. То есть уже позиция выигранная материально. Ладья c2 и такой ход. Слон f5 нападает на ладью. Белые еще пытались, думали пешку начать двигать. Ладья b2, ладья c1. Не тут-то вышло. Ладья b3. Белые единственно защищают свои пешки. Шах слоном. Если белые закроются здесь f3, последует шах, и на король h3 просто слон бьет f3. Черные отыгрывают важную пешку с подавляющей позицией. Король h3. Тогда ладья c2 нападает на f2, f4 и h5. Черные начинают строить матовую сеть вокруг белого короля. Например, ладья А3, слон F3, король H4, F6 окружает. И надо играть уже G4, HG, ладья 1, ладья H2. Ну, уже выигранная, уже поровну пешек, лишняя фигура. Да еще и черные начнут здесь надвигать, строить мат. Ладья b6, ладья h2, король g3, ладья h3, король f2, слон e4, король e2, ладья h2, король e1 и g3 пешка. Просто идет ферзи. Это возможный был вариант. Поэтому белые пошли здесь g4, hg, король бьет g4. Вынуждены еще отдать эту пешку на h2. Всего одна пешка за фигуру. Ладья b4. f5 шах. Если король g5, король f7, ладья бьет, должна бить слона, и все равно идет мат. Поэтому король g3, ладья e2. Напал на пешку, защищать нечем. Ладья c4, ладья взяла, уже поровну пешек. Король h4, и начинает король еще приближаться. Шах, король f6, ладья d7 была сыграна, и слон g2. Грозит мат на h3. Да, например, c4, ладья h3 мат. Белые дали шах. И после король g7 у них нет защиты, так как король идет на h6. Не с f6, так с h6 окружает. И потом ладья h3 мат. Вот, например, шах, король h6. И маршал признал свое поражение. Значит, что мы с этой партии можем подчеркнуть? Это как Капабланка получил здесь преимущество в такой позиции. Преимущество, пешечный перевес на ферзевом фланге. Часто встречается в шахматах, часто белые получают такой перевес. Например, если в сицилианской защите варианта Лапина, часто белые имеют там перевес на ферзевом фланге, и часто черные проигрывают именно из-за этого. Вот. Тут c4. То есть и реализация этого перевеса просто образцовая. Ну что ж, мы заканчиваем на этом наше занятие в шахматной школе Евгения Гриниса.
посетите мой сайт greenis.de или по-английски greenis.de или по-немецки greenis.de. Там вы можете найти много партий прокомментированных, а также тысячи партий не прокомментированных, но очень полезных. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.